Всем привет, меня зовут Юнус, и в этом выпуске мы, как обычно, поговорим о самых актуальных событиях в сфере IT. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, это помогает продвижению наших видео. Основателя интернет-магазина Player.ru Алексея Канышева признали банкротом согласно решению арбитражного суда города Москвы от 24 февраля 2025 года. Истцом на суде выступила Федеральная налоговая служба, которая в ходе выездной проверки выявила недополучение по налогам на общую сумму 9,8 миллиардов рублей. Также ФНС утверждает, что компания периодически меняла юрлицо, сохраняя структуру, местоположение бизнеса и персонала. Это позволяло Канышеву избегать контролирующих мероприятий со стороны ФНС, а также выездных проверок. Сейчас счета компании и имущество арестованы, а сам сайт интернет-магазина закрыт. Напомню, что Алексей Канышев основал интернет-магазин Player.ru еще в 2001 году для продажи, обмена и покупки аудиоэлектроники. Конкуренты компании заявляли, что сайт используется для продажи контрафактных и подделанных устройств. Александр Лукашенко призвал развивать майнинг криптовалюты в Беларуси, пишет интернет-издание .by. Согласно этому источнику, Лукашенко затронул эту тему при обращении к министру энергетики Алексею Кушнаренко. Он заявил, что у Беларуси имеется переизбыток электроэнергии, а также все необходимые условия для майнинга. В свою очередь, замминистра энергетики добавил, что майнинг фермы – это довольно перспективное направление для Беларуси. Таганский районный суд города Москвы по иску Роскомнадзора вынес постановление в отношении интернет-площадок Zoom, Twitch, Pinterest решение о штрафе на общую сумму 40 миллионов рублей. Причиной этому стал повторный отказ интернет-площадок размещать данные российских пользователей на территории России. Напомню, что закон о персональных данных обязывает компании, включая иностранные, хранить данные российских пользователей только на территории России. Минюст США принуждает Google продать браузер Google Chrome из-за антимонопольного закона. Об этом стало известно в пятницу на прошлой неделе, когда Минюст США подала ходатайство в окружной суд в Колумбии. Согласно иску, Google должна продать браузер Google Chrome, а также отказаться от операционной системы Android. Причиной этому стало то, что Google использует браузер Chrome, операционную систему Android, также YouTube и искусственный интеллект Gemini AI для продвижения своих поисковых и рекламных продуктов. Судебное слушание по этому делу состоится весной этого года, после чего Google может обжаловать решение суда. Продолжая тему Google, недавно вышла новость о том, что Google отключился от российских точек обмена трафиком и их дата-центрами. Это может привести к ухудшению качества и скорости доступа к сервисам Google в России. Некоторые эксперты считают, что причиной отключения могли стать то, что Google не может технически обслуживать эти сервера в России, их оплачивать, а также санкции. Минюст и секретная служба США совместно с правоохранительными органами Германии, Финляндии и Эстонии провели операцию, в ходе которой они заблокировали активы на сумму $26 миллионов и изъяли несколько доменов российской криптобиржи Grantex. В рамках расследования Минюст США предъявили обвинения двум администраторам криптобиржи, Алексею Быстрякову и Александру Мире. Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бещаков дополнительно в нарушении санкционного законодательства США и в управлении незарегистрированным платежным средством. Бещакову и Мире грозит до 20 лет лишения свободы. В свою очередь, криптобиржа Grantex заявили, что они стали шахматной фигурой в матче Россия-США и заявили, что будут отстаивать свое честное имя на судах.